Друзья, всем привет из не очень солнечной Камбоджи. Сегодня, как вы видите, на небе довольно-таки пасмурно, в кои-то веки, надо вам сказать, и довольно прохладно. Видите, я в шерстяном свитере. Сейчас я отправляюсь в длительную 4-дневную экспедицию по заброшенным руинам Камбоджи. На самом деле, целью моего путешествия будет самый большой город из когда-либо существовавших на территории так называемой Кхмерской империи. Это город Преакан Кампон Свай. Так он сейчас называется. Как он назывался раньше, естественно, мы не знаем. Вообще, по этому городу очень мало информации, так как он практически не исследован. И археологи только-только приступают к изучению этого города. Город площадью примерно 23-22 квадратных километра. Для сравнения, Ангкор-Том, большой город, который находится рядом со всемирно известным Ангкор-Ватом, имеет площадь всего лишь 9 квадратных километров, а тут, смотрите, 22-23. То есть у нас это получается в 2,5 раза больше, правильно? А в данный момент я нахожусь в Ралуосе или в Хари-Харалае, так называлась древняя доангкорская столица. Такие красивые кулисы, вот я решил приветствие снять здесь. Не знаю, сколько в итоге получится фильмов из этой 4-дневной экспедиции. Объектов я себе наметил примерно от 20 до 30. Что я успею, я не знаю, потому что планку задрал предельно высоко. На всякий случай. Кстати, кажется, дождь собирается. В этот мистический город, он действительно мистический, потому что о нем практически ничего не известно. В него я отправлюсь завтра. А сегодня мне предстоит проехать, где-то 215-220 километров, я посмотрел, и мы увидим много интересных объектов по пути. Не знаю, поместятся ли они все вот в этот фильм, или придется уже переносить на следующий. Это мы увидим. Все будет зависеть от того, насколько они интересны. Они действительно интересные, надо вам сказать, потому что не зря я их отобрал. Камбоджа у нас это страна городов, да? Страна пирамид, страна городов. В Камбодже можно применять самые разные эпитеты. И наш канал старается представить вам вот эту древнюю высокоразвитую цивилизацию, которая без сомнения существовала на этой территории с самых разных сторон. Вот этот комплекс, в котором я сейчас нахожусь, он у нас относится к IX веку, то есть так называемый доангкорский период, называется Преако, священная корова, да вот она, собственно, тут. Горбатый бык Зебу. Но об этом комплексе у меня уже есть фильм. Вот, пожалуйста, смотрите. А мы, пожалуй, отправимся дальше. Друзья, кто посетил нас впервые, тех я призываю подписаться на наш канал, а также поставьте колокольчик, потому что это будет целая серия фильмов, и чтобы не пропустить самое интересное, а я сам не знаю, что будет самое интересное, потому что, большинство объектов, которые я планирую посетить, по ним очень-очень мало информации, это и сами увидите. Поедем мы вдоль одной из древних королевских дорог. Соответственно, количество объектов там зашкаливает. Я отобрал, пожалуй, самые интересные из тех, что смог найти. Особую благодарность я хочу выразить моим подписчикам на Бусти, кто оформил платную подписку, которая стоит 200 рублей в месяц. Вы действительно лучшие. И также благодарю, конечно, своих подписчиков в Телеграме. Кто еще не подписался на Телеграм-канал Друг Аркадий, обязательно сделайте это, потому что, понимаете, в рамках видео я не могу рассказать вам все. Во-первых, как вы понимаете, рассказываю я все довольно спонтанно, то есть прямо вот из головы. У меня нет практически никакого сценария, то есть я знаю объект, я знаю какую-то основную информацию по этому объекту, а дальше уже что найдем, то и найдем, да. Потом приезжаешь домой, отсматриваешь и понимаешь, что ты не сказал это, а какие-то вещи, их действительно очень сложно воспроизводить устно, проще излить свои мысли на бумаге, поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, это поможет вам значительно глубже погрузиться в изучение истории древней высокоразвитой цивилизации на территории Юго-Восточной Азии. Давайте же я покажу вам сейчас свой мотобайк, выглядит он очень экзотично. Не знаю, как мы с ним справимся, потому что только сегодня нам предстоит преодолеть 220 километров, а потом еще, в общем, где-то 1000 мы точно намотаем. Я думаю, даже больше, чем 1000. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь у меня вещи. Все-таки еду на 4 дня, поэтому нужна сменная одежда, могут быть дожди, обувь, одежда,
что-то еще, сам не знаю что, почему он такой большой. Здесь у меня аппаратура для съемки. Это сумка-холодильник, то есть там у меня аккумуляторы холода, потому что камера постоянно перегревается, поэтому приходится ездить с холодильником. Ну, а здесь у меня практически ничего нет. Да, в общем, вот просто сумочка валяется. Ну все, друзья, я поехал. Так. Сейчас мы покидаем древнюю столицу Хари-Харалаю. Вот он. Вот он этот комплекс замечательный. И едем дальше. Сейчас мы выезжаем на Королевскую дорогу, одну из главных дорог королевства. Сейчас она называется Шестая дорога и одна из самых неуютных дорог в Камбодже, потому что на ней очень активное движение. Собачки, не прыгаем под колеса. Видите, вот эти вот разноцветные флаги, это буддийские флаги. Они всегда показывают, что там есть какой-то монастырь. Ну, логично, да, если там храмовые комплексы находятся. Все. Вот мы и выехали на эту самую активную дорогу у нас в округе. Она связывает, ну, по сути, она идет от тайской границы, которая сейчас закрыта, как вы знаете, вследствие конфликта, до Пномпеня, да, до Пномпеня. То есть вот из Сием-Репа можно попасть в Пномпень, если ехать все время прямо. А я прям живу на этой дороге, у меня дом на ней находится в центре города. То есть я, выйдя из дома, могу сесть на мотобайк и, никуда не сворачивая, ехать прямо и приеду в Пномпень рано или поздно. Но сегодня у нас планы другие. Значит, мне сегодня нужно добраться до отеля, в котором я заночую, и из которого уже завтра утром я отправлюсь изучать Приакан Кампон Свай. От отеля, кстати, очень долго добираться до комплекса, потому что возле самого комплекса отелей нет. Там есть хоумстей, ну то есть можно остановиться в доме у жителей. И это общее удобство, общая спальная комната. И, честно говоря, после длительного переезда хочется больше комфорта. И ближайший отель, который я нашел, вот от этого города древнего, да, он находится, по-моему, 68 километров я насчитал. То есть завтра утром я примерно 6:30 утра планирую отправиться. То есть завтра примерно в 6:30 утра я планирую выехать и где-то за час, наверное, доберусь. Нет, там есть дорога короче, которая всего лишь 27 километров, но, честно говоря, я опасаюсь по ней ехать, потому что после изучения спутниковых карт я сделал вывод, что она местами может быть довольно-таки непроходима, особенно если учесть, что сезон дождей у нас только закончился. Но как закончился? Сегодня почти всю ночь шел дождь. Да и сейчас мы не застрахованы от того, что он снова начнется. Вот, поэтому посмотрим. Так что я довольно медленно еду. Надо бы разогнаться, потому что иначе мы никуда не успеем. По моим планам, где-то в 3 часа я должен быть уже в отеле, но это ж планы. Как оно будет на самом деле, я не знаю.
Вот такой типичный камбоджийский городок. Так, пропустим его, нет? Нет, не пропустим. Дорога, как вы видите, в разном состоянии. То есть где-то ничего, где-то совсем ужасно. Ну, до первой цели нам осталось ехать примерно час. Нет, меньше часа, я уже, в принципе, давно в пути. Обожаю вот такие вот экспедиции. К сожалению, не так часто удается выбраться. Такие многодневные, они, конечно, очень сильно перезагружают тебя. Потому что городская жизнь, ну, несмотря на то, что я живу, как я все время называю, деревня, да, мой городок, но тем не менее, это все равно город, поэтому как ни крути, а жизнь городская. Вот такие вот поездки в камбоджийскую глушь, где отсутствует мобильная связь, отсутствуют практически дороги. Вот это вот преодоление себя, это, конечно, очень классно. Казалось бы, хорошая дорога, но вот песок летит из-под колес машин. Ужасно. Вот этот тонкий слой песка, его не видно. Но когда едешь на мотобайке, то все глаза у тебя этим песком забиты. И никакие очки не помогают, естественно, потому что эта пыль лезет везде. Посмотрите на эти чудесные пейзажи. Раннее утро. Ну как раннее? Сейчас уже ближе к 8 утра. Но красота, конечно. Красота неземная. И самое главное, что сегодня не жарко. Я долго ждал, все не решался отправиться в эту поездку. Все-таки хочется, чтобы все 4 дня не было дождей. И вот прогноз вроде как обещает нам погоду сухую на все 4 дня. Ну, посмотрим. Я, конечно, готов ко всему. В Приакан Кампон Свай, вот в эту вот мою главную цель, по идее, можно попасть из храма Бен Милея. Кто не смотрел видео про храм Бен Милея, вот, пожалуйста, смотрите. Все есть на канале. Даю ссылку на плейлист в описании. Так вот, от храма Бен Милея прямо до Приакан Кампон Свай ведет древняя королевская дорога. Ну, это тоже королевская дорога, по которой я сейчас еду. Но там другая королевская дорога, по которой практически никто не ездит сейчас. То есть это прям тропинка через джунгли. И, в общем-то, надо было бы ехать там, потому что там очень много интересных объектов, естественно, прячется вдоль дороги. Но так как сезон дождей только закончился, боюсь, что проехать там было бы очень сложно. Поэтому в этот раз
я по максимуму буду ехать по асфальтированным дорогам. А вот тут посмотрите, в этих вот бамбуковых палочках в них находится рис. Ну такой рис с фасолью. Это завтрак. Хмеры очень любят покупать вот такие вот штуки на завтрак. Они готовятся на огне. И, в общем-то, это вкусно на самом деле. Вот видите, там сейчас как раз готовят их. Ну, у меня еды очень много с собой, потому что я решил взять побольше еды, чтобы не тратиться, ну, вернее, не деньги, конечно, а чтобы не тратить время на посещение кафе. То есть быстро перекусил и поехал дальше. Ну, потому что время ограниченное. Все-таки очень сильно хочется, ну, хотя бы до 4 часов добраться до отеля. Ну, вот посмотрим, как оно у меня получится. Итак, друзья, вот мы приехали к первой цели. Прасад Мони Саом Сан. Ну, Прасад — это храм, да, Мони Саом Сан. Это его название. Это современный монастырь, который построен на месте бывшего древнего комплекса. Вот мы сейчас попробуем найти то, что от него осталось. Ну, обещает тоже быть интересно. Вот видите, рис уже убрали. Красота, красота. Наступает сухой сезон, сейчас очень приятная погода. Ну, вообще, в принципе, каждый день прохладно, по ночам даже холодно, сплю под одеялом, что бывает очень и очень редко в Камбодже. А это крематорий. Так, а нам, судя по всему, прямо сюда. Видите, здесь есть как ступы, так и могилы. Вот это вот уже у нас могилы. А там дети. Потому что при многих монастырях в Камбодже располагаются школы. Здесь мы видим уже современное здание храма. Но нам-то надо не современное, нам надо кое-что поинтереснее. Ну, сейчас будем искать, друзья, будем искать. Вот тут, видите, прямо на территории монастыря сушат рис. Все как обычно. Нам тут не проехать, конечно, на мотобайке. Прям по рису я уж не поеду. Давайте будем искать. Я, наверное, знаете что? Я, наверное, сейчас просто припаркуюсь и дальше уже посмотрю, где все это находится. Друзья, я долго кружил по территории этого монастыря в попытке найти остатки древних строений. Ну и, в общем-то, нашел. Вот, пожалуйста, смотрите. Лежат эти блоки латерита и песчаника.
Здесь мы, кстати, видим очень интересные следы на блоке песчаника. Посмотрите, как они проделаны. Каким-то таким не острым, очевидно, орудием, да? Что-то типа долота. Вот такие вот следы, там блоки. Не знаю, зачем они были нанесены. А здесь совсем другие следы, как вы видите. Это тоже интересно. А датировки никакой нет, то есть никто толком не знает, ни по каким признакам не смогли датировать этот объект. Ну, предположительно, где-то, может быть, не ранее X века, это точно. Здесь тоже, видите, свалены блоки. Но вот это не смотрите, это уже современная бетонная конструкция. А это, пожалуйста, вот древний блок, и опять мы видим на нем какой-то след. Какой-то вырезанный след, и вот эти вот длинные следы, да, это как раз то, что вызывает вопросы. То, что вызывает вопросы. Вот они, внутренние замки, о которых я очень часто говорю в своих видео. Ну, кто впервые у нас на канале, тех я призываю все-таки посмотреть хотя бы несколько других видео, чтобы понимать, о чем я говорю. Ну, блоки такие, действительно, не маленькие, довольно-таки хорошо эродированы. Вот это у нас, судя по всему, часть дверной коробки. Вот здесь у нас вот эти замечательные пропилы. Ну вот, посмотрите, хочу показать вам. Вот, например, пропил. Он явно сделан каким-то механическим инструментом. Тут, конечно, никакой ручной работы быть не могло. И меня больше всего поражают вот эти вот грани. Они остренькие, и на них не было никаких сколов. Ну, понятно, что тут кое-какие сколы уже образовались в процессе столетий, да, но изначально-то их не было. Вот тоже интересный, кстати, след. Посмотрите, какой-то замок был. Как замечательно вырезан. Внутри всегда все так гладко. Это больше всего поражает. И тут, кстати, вырез он вот такой полукруглый. То есть он имеет некую окружность. Так, и здесь остаток старого столба. Какая прекрасная йони. Это только, по-моему, она изготовлена была из бетона в наше время. Я не знаю, вот какой-то странный камень. Очень похож на бетон, но, может быть, я и ошибаюсь. На самом деле, такого стиля йони мы чаще всего встречаем в постройках очень древних, там в 1500-летних постройках, вот так вот примерно. Ну, здесь местные жители сделали небольшой алтарь, что принесли сюда какой-то камень. Тут, кстати, кусочек, по-моему, бетонного барельефа, а не каменного. Ну, видите, все эти храмы, назовем их храмами, они на самом деле на протяжении столетий использовались уже после того, как их покинули те, кто их когда-то построил. Кто их построил, мы не знаем. Ну, говорят, кхмеры, да. Ну, на самом деле история довольно запутанная, и в процессе экспедиции я буду очень много рассуждать на эти темы. А вообще подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, там я гораздо больше публикую материала, гораздо больше, чем я могу вам доложить в процессе видеосъемки. Так, это у нас опять часть дверной коробки. Видите, их сразу можно узнать вот по этому декору замечательному, который так сильно напоминает багеты наших европейских картин. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть еще. Вот здесь у нас, скорее всего, остатки древнего рва. Они у нас отлично сохраняются, эти древние рвы, как правило. Ну, а тем более, если этот находится на территории монастыря, то, естественно, за ним какое-то время, очевидно, ухаживали. Сейчас, судя по всему, ухаживают за ним не очень, судя по тому, как он зарос этими водорослями.
Вот это здание, современное здание пагоды, оно, безусловно, стоит тоже на старом фундаменте, но сейчас уже ничего не увидеть. Почему я говорю, друзья, в Камбоджу нужно приезжать сейчас, потому что страна стремительно развивается. Но, допустим, в Таиланде все вот эти древние постройки, которые приписываются к Кхмерской империи, они выглядят абсолютно вылизанными туристическими объектами. И там совершенно непонятно, какое там основание, на чем стоит этот так называемый храм. Ну вот видите, как здесь. Здесь у нас тоже, конечно, мы не увидим никакого основания, а оно, конечно же, безусловно, там есть. Ну вот то, что вы видите сейчас, это все, конечно, бетон. Да, вот, пожалуйста, традиционные наги, но все это сделано из бетона. Это все не камень. А здесь, кстати, прямо перед храмом тоже небольшое святилище и тоже какие-то есть старые блоки. Вот этот вот очень интересной формы. Посмотрите. Ну и тут тоже маленький камушек. Ну что ж, не так много, скажем прямо, здесь сохранилось остатков от старого храма. Но это еще одно подтверждение моей мысли о том, что все камбоджийские храмы находятся на месте древних, ну, скажем, тоже храмовых построек. Вот, кстати, исходя из информации, которую я нашел по поводу этого комплекса, говорят, что это все-таки был никакой не храм, а это была крепость, цитадель. Как, в общем-то, и большинство, скорее всего, построек, которые в Камбодже привыкли называть храмами. Ну что ж, пора двигаться дальше, потому что сегодня еще очень многое нужно посетить, и увидимся на следующем объекте. Ну, следующий объект, как говорится, не заставил себя долго ждать. Пожалуйста, это мост из латерита. Сколько ему лет, сложно сказать, ну, не менее 1000. Как я вам уже говорил в начале видео, что я двигаюсь по древней королевской дороге, по одной из древних королевских дорог. Проходила она чуть-чуть в стороне от современного шоссе. Мост довольно широкий, как вы видите, ну сколько там, метров 8. Ну, как правило, дороги кхмерские, скажем, камбоджийские, да, они были не менее 8 метров, как правило, в ширину. Видите, он тянется еще дальше. То есть мост был довольно-таки приличный. Скорее всего, где-то метров на 10 он еще находится под землей, как минимум. Его, кстати, там даже подшаманивали, видите? Вот там, если приглядеться, можно увидеть следы бетона. Но это происходило, конечно, уже в наше время. Сейчас на нем, кстати, сушат рис. Обратите внимание, что в Камбодже рис сушат всегда вдоль дорог. Поэтому рис перед тем, как варить, я всегда рекомендую замачивать минимум на 8 часов. Потому что сколько в этом рисе всякой гадости, помимо пестицидов, вы даже представить себе не можете. Ладно, двигаем дальше. Снова съезжаем с дороги. Едем через вот такие вот замечательные красивые ворота, построенные, как я вижу, в 2003 году. И пытаемся найти нашу следующую цель. Называется Бакрун. Ну, если вы впервые на нашем канале, то я вам скажу, что все названия камбоджийских храмов, за редкими исключениями, которых уже знают постоянные зрители моего канала, имеют имена не настоящие, скажем так. То есть имена эти дали им уже впоследствии. Те люди, которые сейчас проживают на этих территориях, а вот проживали ли они 1000 лет назад здесь, вот в этом-то как раз мы очень сильно сомневаемся. И не просто потому, что мы занимаемся какой-то там альтернативной историей. Да нет, не существует никакой официальной, никакой альтернативной истории. Есть одна история, истинная. И неважно, кто ее найдет. Ну, по крайней мере,
Так я вам скажу, миграции народов здесь, в Юго-Восточной Азии, дело привычное. Здесь проживает огромное количество национальностей. Когда-то я читал, что якобы самый многонациональный регион в мире. Не знаю, правда это или нет, но на самом деле, если бы не политика кхмеризации, когда всех начали записывать в кхмеры, а начали эту политику, кстати, французы, в 40-е годы во время правительства Виши. Так вот, если бы не политика кхмеризации, тут было бы еще больше национальностей. Ну, на самом деле, до сих пор здесь, в Камбодже, сохранилось много национальных меньшинств. Лица у людей очень разные. Это прям заметно. Здесь смешались народы, говорящие на языках австронезийской и аустроазиатской групп. В общем, друзья, чего здесь только нет. Ну и самое главное, конечно, hello! Везде убирают рис. Опять монастырь. Так, интересно. А этот объект у нас тоже будет находиться на территории монастыря, что ли? Так, друзья, я не знаю, у меня тут... Я не уверен, что мой... А нет, навигатор работает. Так, опять заезжаем на территорию монастыря. И опять получается, что современный монастырь у нас расположен на месте какой-то древней цитадели, храма, мы не знаем чего, города. Ну вот пока что мы едем насквозь. Чем мне нравятся кхмерские монастыри? Тем, что собаки здесь очень редко гавкают, кусаются, более-менее доброжелательные. Так, здесь нам сейчас налево, как нам подсказывает Google. Я, конечно, большой оптимист, потому что все еще доверяю Google, несмотря на то, что он уже много-много раз меня подводил. Сейчас будем выяснять, как туда проехать. Бакрун! Прасад! Прасад Бакрун! Бакрун! О. Ну. Прасад Бакрун. មានមើលឃើញសាលារៀនខាងនោះអត់មានសាលារៀនមានផ្លូវសាលារៀនមួយសាលារៀនសត្វបាក់រងក៏សត្វបាក់កោងសត្វបាក់រង Бакрун. I see here. Here. សាលារៀន សាលារៀននេះ នេះផ្លូវ Я. Окей. Акон. Акон. Ну что, друзья, Google-то меня, естественно, подвел. Вот сейчас переговорил с мужиками, они мне сказали, ты там не проедешь. Я посмотрел на спутниковую карту и понял, что да, я там не проеду. Что ж. Так, я теряю не корни, я теряю свой рюкзак. Я теряю корни. О, гляньте, что произошло. Сейчас будем чинить. Ну вот, что-то тут починил. Ладно, будем искать, будем искать. Ну вот видите, как оно Гуглу-то доверять. Который раз уже Google меня обманывает. То есть там вообще никакой дороги нет. Но он ее уверенно проложил.
Впрочем, вот эта дорога, конечно, тоже одно название. Ее еще так хорошо размыло, я смотрю, сегодня ночью. Прям надеюсь, очень надеюсь, что мы все-таки доберемся до нашей цели. Так, ну, пора, похоже, завязывать с управлением одной рукой, иначе я буду очень долго добираться до каждой цели. Ладно. А посмотрите, как вокруг красиво. Это просто чудо, да? Эти поля рисовые. Совсем чуть-чуть отъехал от главной дороги, и все. И все. Уже как будто бы глубокая провинция. А хотя тут даже уличное освещение есть, смотрите. Прикольно. Все-таки нацепил я камеру сейчас на шлем, чтобы вы посмотрели, как это вообще происходит, как я вообще добираюсь до некоторых объектов. То есть то, что вы сейчас видите, это еще так. Фигня. Бывало значительно хуже, но, к сожалению, те проезды я не снимал по причине того, что еще у меня не было устройства, чтобы зацепить камеру. Так, здесь нам направо. Ну, правда, я должен сказать вам, что это не очень удобно. Постоянно камеру цеплять на шлем, потом снимать с шлема. Поэтому я не буду это делать слишком часто, но здесь я решил все-таки вам показать. Блин, обувь у меня сейчас будет, конечно, вся, наверное. Я стараюсь, конечно, ноги не опускать вниз, но не думаю, что это везде получится. Так, а здесь-то мы как проедем? Здесь мы хрен проедем. В общем, друзья, как хотите, но я по этой дороге не поеду сейчас. Пожалуй, что в следующий раз. Но точно не сейчас, не в самом начале пути. Я не хочу промочить свои ноги, потом переобуваться. Ладно, успеется. У нас еще сегодня очень много объектов впереди, так что едем дальше. Ну вот и очередной древний мост из латерита. Тоже засыпан, конечно, по самую макушечку. Тоже, очевидно, где-то 10 метров еще под землей. И тоже на нем сушится рис. Ну, в общем, еще одно свидетельство древней королевской дороги, которая когда-то проходила здесь, параллельно современной шестой дороге. А давайте здесь прям поднимемся на мост. Там я как-то не нашел возможности это сделать, а здесь мы поднимемся. Ну как поднимемся? Он у нас на одном уровне с дорогой. Интересно, что дорог в Камбодже было очень много. То есть они пересекали всю территорию, во все стороны они расходились. Давайте с этой стороны тоже глянем. Вот, прекрасный латерит. Латерит — это камень, который добывают по ночам, потому что он очень мягкий, а на солнце он застывает. А здесь мы, кстати, видим песчаник сверху уложен. Видите, вот это латерит. Вот этот камень, который выглядит как железная руда. А сверху уложен песчаник. Вот этот вот камень. Тут, кстати, видно, что-то пытались сделать, но не сделали. Опять какие-то недообработанные блоки. Опять вот эти загадочные отверстия, которые есть в большинстве блоков песчаника, которые неизвестного предназначения. Так до сих пор никто и не придумал, и не придумает, скорее всего, уже никакой вменяемой версии. Но они были нужны не для переноски, это точно. Да, потому что вам сейчас первая мысль пришла в голову, что это для переноски. Но я имею в виду тех, кто не видел еще видео на моем канале. Постоянно это зрители знают, да, что это одна из главных загадок вообще древней цивилизации, существовавшей здесь на территории Камбоджи, но она не разгадана. Ну вот дорога уходила дальше туда. Ну что, давайте двигать дальше. Время идет. Уже почти половина 11, а я все еще в начале пути.
там мой мотобайк стоит. Сейчас сяду и поеду. Ну вот, друзья, видите, а этот-то мостик значительно больше, чем те два, которые мы сегодня уже увидели в процессе нашей поездки. Ну, здесь и река была когда-то пошире, была она, конечно, значительно полноводнее, это видно по этому мосту, безусловно. А такой вот прекрасный мост из латерита, ну то есть сам мост из латерита, а сверху еще балюстрада из песчаника. Ну, кто давно подписан на мой канал, тот, наверное, уже видел некоторое видео об этом сооружении. Кое-что я уже показывал. Была также набережная отделана вот этими вот блоками из латерита, как вы видите. То есть такая прям мощная, хорошая инфраструктура. Этому мосту примерно 1000 лет. Точно его вроде бы как никто не датировал, но ориентировочно примерно 10-12 века. Вот так вот. Давайте сейчас, наверное, поднимемся на сам мост. По мосту можно ездить только на мотобайке. Кстати, он стал в последнее время туристическим объектом. Видите, я приехал, и тут уже стоит туристический автобус. На мотобайках по нему ездить можно, а машинам въезд запрещен. Все-таки надо беречь. Здесь у нас НАК. Вы видите, такой 9-главый НАК, и под ним еще и 5-главый НАК. Интересно, у него зубки сделаны. Смотрите. Но изнутри не выбрано, нет, изнутри здесь не выбрано. А здесь, давайте посмотрим. Нет, здесь тоже не выбрано. Тоже не выбрано. На мосту у нас здесь балюстрада из песчаника, из очень мощных блоков. Прям такие солидные, гигантские блоки песчаника. С левой и с правой стороны они тянутся. Посмотрите, какой широченный мост. Да? Сейчас, в принципе, здесь можно было бы сделать 4-полосную автодорогу. Вот как вы думаете, а зачем древним нужны были такие мосты 1000 лет назад? Согласитесь, очень странно. А вот это, кстати, следы реставрации. Очевидно, реставрация происходила очень давно, по французским лекалам, так сказать, когда недостающие части просто заменяли бетоном. И это самая правильная реставрация. Вот кто уже давно подписан на мой канал, тот об этом, конечно же, знает. Да? Сейчас реставрируют, к сожалению, по-другому. Ну ладно, давайте уже тогда перейдем и на ту сторону. Да, многие люди спрашивают, почему я хожу в перчатках. Это от солнца, потому что когда рулишь, то руки очень быстро обгорают. Я же все-таки в тропиках живу. А то некоторые прям с такой издевочкой спрашивают, ну, господи, если нет мозгов у человека, что я могу с этим поделать? Вот там, видите, тоже тянется набережная. Вот там человек ловит какую-то рыбу. И что меня, знаете, смущает в этих мостах? Ведь мы поняли, да, что здесь была очень полноводная река, большая полноводная река. Но пролеты у моста такие узкие, что представить себе, что тут могло быть какое-то судоходство, просто невозможно. И это, честно говоря, для меня совершеннейшая загадка. То есть иметь такие мощные, хорошие, широкие полноводные реки и строить мосты, под которыми можно проплыть только если на каноэ. Давайте я сейчас еще раз вот сюда подойду и покажу вам эти пролеты, если вы сразу не обратили внимания. Они очень узкие. Прям очень и очень узкие. И совершенно непонятно, каким же образом можно было проплывать под этим мостом. Кстати, они перекрыли проход вниз. Еще в прошлом году здесь можно было ходить везде. Под мостом я проходил. Ну, тогда сезон был по суше, и можно было прям пешком вот тут вот пройти. Вот. Но сейчас они уже сделали полностью из этого моста туристический объект. Вот, поэтому я еще раз говорю, друзья, приезжайте в Камбоджу как можно быстрее. Потому что все это цивилизуется, и в итоге из всех этих древних объектов сделают новоделы, будут приезжать вот такие вот автобусы в огромном количестве. Господи, если они уж даже сюда добрались, ну,
Так что решайте. Я не советую вам откладывать поездку в Камбоджу надолго, потому что сейчас еще самое время все это увидеть в лучшем, аутентичном виде. Ну и кто сможет показать вам Камбоджу лучше меня? Я уже изъездил здесь не одну сотню всех объектов, знаю, как куда проехать. Лучше всего, если вы умеете водить мотобайк. Если не умеете, и вы один, ради бога, пожалуйста, на заднем сиденье я вас отвезу куда угодно и покажу такие фантастические места, каких вы не найдете в Анкоре. Кстати, вот здесь интересные штуки такие продаются, смотрите. Это вот барабан из змеиной кожи, как вы видите. Вот это колокольчики, их носят коровы. Вот они ходят и гремят. У нас колокольчики вешают железные, да? А у них вот такого вот свойства, видите? Очень прикольные тоже у них рогатки. О, в виде быка, в виде головы быка. Ну и не только в виде головы быка, 18+ рогатки здесь тоже есть. А вот это все делается из сахарной пальмы. Сахарная пальма – это пальма, из которой добывают сахар. А это, соответственно, сама древесина, и ее перерабатывают вот на всякие разные штучки. Вот, например, прекрасные ступки. Так, ну все, я уже поехал дальше тогда. Снова сворачиваем с дороги, снова проезжаем сквозь ворота. И я сейчас хочу показать вам нечто очень необычное для Камбоджи. Ну, впрочем, сейчас приедем, и вы сами увидите. По всему нам сюда. Уверен, что сюда вообще никогда никакие туристы не приезжают, даже случайно заблудившиеся. А почему, вы сейчас поймете. Как только я найду объект... О, нашел! А проход к нему закрыт. Ну что ж, давайте снимем его снаружи. Почему закрыт проход, я не понимаю. Давайте сейчас я где-то здесь встану. Посмотрите, друзья, что мы здесь видим. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное в Камбодже? Я, кстати, сейчас нарушил что-то, потому что перелез вот по этим ступенькам через стену. Но я же не виноват, что они тут есть, правильно? Всегда лучше закосить под дурачка в таком случае. Итак, смотрите на эту чудесную ступу, которую, наверное, плохо видно из-за солнца, которая прямо в камеру светит. А мы сейчас с другой стороны обойдем и посмотрим. Ничего подобного в Камбодже нет. Ничего подобного нигде в Камбодже нет. Причем подобные ступы мы на самом деле видим в Таиланде. Допустим, в Аютае. Вы, наверное, знаете, да? Аютая – это недалеко от Бангкока, древний город тайский. И здесь мы видим нечто похожее. Вот такая вот изумительная ступа. Она не древняя.
Дело в том, что французы вообще исследовали эту местность еще в самом-самом начале 20 века. И есть отчет об этой местности, но нигде не указано, что здесь существует вот это строение. То есть это строение уже 20 или даже чуть ли не 21 века. Вон там, видите, даже попытка какая-то изобразить барельеф. Прямо на бетоне кладка, как мы видим, с огромным количеством раствора, которая древней просто не может быть по определению. Ну, очевидно, какое-то древнее здание здесь стояло. И вот уже в 20 веке, представляете себе, и мы ничего об этом не знаем, в 20 веке построили вот эту ступу. То есть Камбоджа – это абсолютная страна загадок. То есть здесь мы не знаем даже то, что происходило совсем недавно, то есть в 20 веке. Представьте себе. Страна загадок, страна пирамид, страна городов. В общем, одни сплошные загадочные эпитеты можно применять к этой Камбодже. Ну, вот такая вот ступа. Кто ее построил, зачем и почему, этого никто не знает. Вот так. А вы думали, что тут все так просто? Нет, самая загадочная страна на свете, без преувеличения. Ну, а там вы видите современный монастырь. Конечно, ступеньки здесь придумали, молодцы. Чем мне еще нравится Камбоджа, это тем, что здесь преступность, я имею в виду воровство, на очень низком уровне, особенно вот в таких местах. Воровство категорически не поощряется, хотя вы возразите мне и скажете, а где, собственно, воровство поощряется? Ну, не то чтобы поощряется, но здесь, знаете, до суда линча может дойти, если поймают вора, поэтому здесь вору лучше оказаться вовремя в руках полиции. Вот такая вот Камбоджа, вот такие вот кхмеры. Не любят они воров и правильно делают. Вот, на самом деле не хотел сюда заезжать, но думаю, ну я же проезжаю мимо, ну как же не заехать, не показать вам вот этот вот архитектурный и исторический курьез. Все, едем, время поджимает. Ну и так как в Камбодже очень много самых разных древних объектов, да, их тут тысячи, то вот такие вот, их даже никто никому не показывает. Хотя я, честно говоря, если бы вы приехали ко мне и заказали бы у меня тур, то я, безусловно, бы сюда заехал и показал вам это место. Ну, очень необычное, что ж скажешь. Так, ну там уже где-то далеко лают собаки, надеюсь, это не меня они учуяли. Друзья, ну на этом сегодняшний ролик подошел к концу. Обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить вторую, третью и я не знаю, сколько еще будет серий этого замечательного, фантастического, невероятного путешествия по самым интересным и загадочным местам Камбоджи. Всем пока, подпишитесь на Бусти, подпишитесь на телеграм-канал Друг Аркадий и приезжайте в Камбоджу, смотрите на все это своими глазами. Этого ничто не заменит, никакие ролики. Все, пока!